Вкусно, Франко? It's good, very, molto gustoso. Very good. Никак не выучит русский. Хорошо. Хорошо? Для начала подготовим формы. Вот у меня вот такие порционные формочки. Можно использовать одну большую форму, а можно вот так прямо в маленьких порционных сделать. Здесь у меня растопленное масло. Теперь берем это сливочное масло и обмазываем наши формы. Смотрите, хорошо обмажьте дно. Вот так. И края также. Смотрите, здесь рекомендуют края обмазывать вот так вот снизу вверх, вот такими движениями. И это поможет вашему суфле вырасти и стать пышным и очень вкусным. Вот если будете вот так вот снизу вверх обмазывать ваши формы. Теперь, когда сливочным маслом я обмазала формы, добавляем обычный сахар. Постараемся по всей поверхности нашей формы распределить сахар. То, что останется, пересыпем в другую форму. Также добавляем сюда сахар и повторяем те же движения. Формы для выпечки готовы. Нам понадобится 3 яйца, и эти яйца нужно будет разделить на белки и желтки. Также нам понадобится 50 грамм сахара, 30 грамм обычной белой муки и 300 миллилитров молока. Разогреваем это молоко в кастрюле до горячего состояния. Тем временем добавим сахар к яичным желткам. Перемешаем деревянной лопаточкой. Это очень напоминает заварной крем. Добавим муку и тоже перемешаем. Молоко разогрелось, и теперь добавьте чуть-чуть этого горячего молока и хорошенько перемешайте вашу смесь эту яичную. Если вы добавите сразу все молоко, то ваши яйца могут свариться, а это нам не нужно. Вот так чуть-чуть добавили, еще чуть-чуть добавим, перемешаем. И теперь можно добавить все оставшееся молоко сюда. Переливаем эту смесь обратно в кастрюлю, поставим на огонь и будем варить до загустения. При этом постоянно помешивайте, пожалуйста. Когда загустеет ваша смесь и вы увидите первые пузырьки, сразу же убирайте с огня, значит, уже готово. Вы видите, уже загустело и пузырьки образовались. Все. Готово. Убираем с огня. Перенесем этот крем вот в такую большую посуду, чтобы это все остыло. Не забудьте добавить ванилин, чтобы не образовалась корочка на поверхности этого крема. Крем рекомендуется накрыть вот такой пленкой. Вот так прямо плотно, смотрите, прикладываем. Когда крем остынет, корочки не будет на поверхности этого крема. Теперь займемся белками. Когда белки взбились до состояния вот так называемой мыльной пены, добавим 1 столовую ложку сахара. Постепенно, продолжая взбивать. Все на этом белки хорошо взбиты. Осталось соединить белки с этим кремом. Берем чуть-чуть взбитые вот эти белки, переносим в крем. И аккуратно это все вмешиваем. Все
готово. Осталось перенести эту смесь в подготовленные формы. Духовка уже должна разогреваться. До 200 градусов, пожалуйста, разогрейте вашу духовку. Хорошо утрамбуем. И смотрите, вот так вот пальчиком вот здесь, вот так вот подчистим. Вроде как наше суфле поднимется лучше, если вот так вот пальчиком пройтись по краям. Осталось поставить в духовку. Противень должен быть горячий. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку минут на 10-12. Ну, смотрите по своей духовке, конечно. Вау, посмотрите, кефу и франко. Какое чудо получилось. Теперь аккуратно, это горячее, перекладываем. Это нужно кушать горячим и прямо вот сейчас. И, конечно же, Франко пробует. В середине должно быть еще жидковатое немножечко. Франко? Very tasty, nice. Very good, molto gustoso. Вкусно, Франко? It's good, very, molto gustoso. Very good. Никак не выучит русский. Хорошо. Хорошо? Посмотрите, как они изнутри выглядят. Приготовьте и попробуйте. Вы видели, как просто. Приятного вам аппетита!